Забавно, как YouTube мне накинул жалобу за авторские права на последний ролик по Subverse. Пометка о нарушении авторских прав появилась почти сразу после публикации видео. Хотя на этапе обработки, когда на самом деле проводятся проверки на авторские права по музыке, никаких нареканий не возникло. Потом оно еще сутки лежало неопубликованным, все так же без каких-либо претензий по авторским правам. Зато как только оно вышло в общий доступ, так сразу же что-то нашлось. Да еще и музыкальный фрагмент отмечен всего лишь 20 секунд. Обычно, если что-то предъявляют по музыке, то этот фрагмент длится как минимум 1,5 минуты. Очень все это интересно. Вообще, если говорить о том, что эта игра упускает, то был один комикс, Wanderlust. Выходил он с периодичностью, как и обновление этой игры, но какая же там шикарная была рисовка. Намного лучше, чем тот. Почему был? Да потому что автор его дропнул, почти полностью перейдя на скетч-подобные комиксы по покемонам и Fallout. У них, конечно, тоже есть определенные интересные моменты, некоторые даже очень. Но они все проигрывают визуально тому, что было в Wanderlust. Оно и понятно, такая рисовка, как была там, явно требовала значительно больше усилий. По словам автора, он на этапе переосмысления главной героини. Видите ли, у нее была недостаточно раскрыта ее персональность. Вместо этого в основном был крутой контент и потенциально возможный крутой контент. По итогу, надо ли говорить, что после такого заявления, сделанного спустя год после хоть какого-то последнего развития событий, все заглохло окончательно? Откуда я все это знаю, дорогие мои? Вы же не станете спрашивать Орла, откуда он знает, как летать. И все дело именно в различиях по концепции, что происходило там и что происходит здесь. И почему-то то, что происходит здесь, по большей части сосет. Взять концепцию Wanderlust, добавить геймплей XCOM, отчасти переработанный, и сделать нормальную базу. Опять же, взять из XCOM и, возможно, добавить немного от Outer Worlds. И все, это шикарная хентай-игра мечты. Еще я обратил внимание на такой момент, когда переигрывал старые рандомно генерируемые задания, ну, просто чтобы и там была голда по рейтингу, почему бы и нет. Вообще, на самом деле, их там так много, возможно, я даже не буду все переигрывать, потому что это, ну, тупо скучно. Так вот, я обратил внимание, что наземные задания очень сильно сократили по сравнению с тем, что было на релизе игры, и тем, что сейчас. Их урезали где-то на треть. И это становится сразу видно, как только ты понимаешь, что ты не используешь ультимативные способности персонажей. Почему? Потому что они просто не накапливаются. Их просто нет. Ну, то есть они накапливаются, да, но они не успевают накопиться, бой заканчивается. В лучшем случае ты используешь одну. Две это вообще практически невозможно. Бой закончился, все, тебе они не нужны. Раньше бои были длиннее, и последнюю волну ты убивал ультимейтами. Это было красочно, прикольно, весело, задорно. А сейчас не так. Сейчас они сократили бои, но они не переработали зарядку ультимативных способностей. И получилось так, что у персонажей в игре, можно сказать, нет ультов. Найс геймдизайнерское решение, что я могу сказать. А Таран, вылизывающая себя, выглядит круто. Давненько, кстати, я не был на этом bondage website, gay website, performance website, но можно будет потом туда заглянуть. Вообще полный отстой, что здесь главный герой не такой, как в Wanderlust. Вот лучше бы все было так, как там. Вот намного лучше было бы, а не вот это непонятное, нелепое чудо в виде главного героя. Вот лучше бы герой был, ну, скажем прямо, героиня была вот прямо вот как там. Так, ну а сейчас, в этой серии, я не знаю, насколько введена в игру эта часть с еще одной девушкой. Ну, вот сейчас и узнаем. Возможно, это все будет очень коротко, и да. Потому что здесь всего 2 допквеста. Возможно, конечно, откроются еще. Ну, может и нет. Ну, еще узнаем. Так.
Я где? А, я в созвездии дракона. Здесь когда-то давным-давно добавляли по второй активности на каждую планету. Я не помню, в какой конкретной части этого созвездия это было, но где-то куда-то добавляли. С тех пор что-то как-то не видно больше никаких заданий второго уровня. Ну, прям вообще. Да, я по-прежнему путаю клавиши на возврат и полный возврат. Так, вот это. Йети. А куда мне? Ща. Придется все-таки вернуться. Так, видит. Ага. Направляйтесь сюда. Ну, опять же, 1, 2, 3, 4, 5. Как-то маловато. Блин, такие глаза прикольные. Captain, Fortune is ready to discuss the final recruitment mission with you. В смысле, final? All Это... right, put it through. Это же все? How's the team? I got everyone together for a meeting and told them everything. We're going to take a few days of shore leave so they can recover from the impact of the kick in the tits they just took. Normally I'd say yes, but time is against us here. You need to get to your last commander, and you need to get to her quick. Мне она не нравится. Ну вот это, того, кого мне предлагают последний. Fine, go ahead. Have your time off. It's not like I was going to send you to the Teely homeworld or anything. What did you just say? I said your next commander is a Teely. Похоже, ему она все-таки нравится. А по мне она какая-то слишком мелкая и слишком лолиобразная. Absolutely wonderful goddamn Bruce of a bitch! Holy fuckamole! The Teely? No way! No fucking way! Fuck time off! We're going Demi set a course! At once, Captain. Меня не интересует никто, Play some T-pop over every speaker on the very Celeste. I want to get the girls ready for this. Now accessing the premium TV pop network. Seriously? I knew you were a fanboy because of those ridiculous panties on your face, but this? It's embarrassing. You're a grown-ass man. Ridiculous! Get Там что-то fucked. поет. You're insulting true love. Galaxy Tour, 2 years ago. TTS, the greatest fucking T-pop band of all time, just finished singing their encore number. Полагаю, она It was right певица. that second when Lizzie, the purest and most beautiful of all the TTS waifus, threw this pair right in my direction. А, вот что I это такое. caught them with Понятно. one hand and fought off at least 50 other panty-rabbit blokes with the other. It was a fucking bloodbath. But I came out of that arena with a pristine pair of Lizzie's undies, and I'm damn proud to be wearing them to this day. Вообще, на самом деле, интересный подход к сувенирчикам для фанатов. Не могу не отметить этого момента. Oh, please. You can never understand the devotion between a man and his waifu. Our love is pure. I will not stand for you objectifying Lizzie-chan. You do realize that the entirety of T-pop is just some manufactured corporate bullshit to sell you their music, right? Captain, what are you doing? I'm downstairs working my bum off in the lab, running some very important tests, and you think you can play the best song ever written at that soft-ass volume? Lily? Not you too. Врубай You погромче. heard the lady, Demi. Rank that shit. Hey! You guys have any idea how hard it is to focus on target practice? When all I can think about is how fucking great Kasuna-chan's new highlight
I know. She's so pretty. Я тут еще подумал, а у этой песни есть авторские права на ютубе? We have a seriously dangerous mission to talk about, remember? I am so jealous of that bitch. You don't even know. А я все ждал, когда же. What is this shit? I am not going to tolerate you sullying the Mary Celeste. Calicion, you are my only ally. Thank you. By insinuating for even 1 second that Uni-chan is not the prettiest member of TTS? That's right. Team Are you fucking kidding me? Не, вот эта сценка, она шедевральна. Кажется, мы уже там врезались. Catastrophic damage. I repeat, catastrophic damage. Shields, comms, and stealth systems are down. Engines compromised. We are in seriously deep shit. Либо мы что-то поймали неплохое. Bloody hell! Who's the dick flop trying to get in the way of me reuniting with my waifu? I have read this energy signature before, Captain. It Oh. is the Huntress. Она любит музыку. Why can't that cephalopod sociopath just leave us the fuck alone? Captain, I'm insulted. I spent hours slaving over this airspace to prepare a nice deadly ambush for you. And all you do is bitch, bitch, bitch. Demi, get my fighter ready to launch. It is ready. О, космический бой. Найс. А кто у меня? А, блин, серьезно? А почему? Я хотел, чтобы у меня было... А почему так тихо? Я, конечно, слышал, что в космосе... Ебать, космическая тишина, но... Космическая смертельная тишина. Самому интересно. Понятно. Надо регенить щиты. А почему так мало места? Корабль на заднем фоне прикольный. Как я в нее должен ультой попадать? О, попал! А, то есть она вылетает, а может... Прям побольше места. Ладно, хоть тишина уже не такая мертвая космическая. В космосе никто ничего не услышит, потому что в космосе тишина. Да, что-то я слышал про такое. Nobody likes a backseat assassin. Besides, I'm just getting started. Опасные эти ракеты вот эти. Если их не сбивать. Вот это вам, погнали. Главное, круг не сужай. Блин, круг куда-то полетел. Что это за круг вообще? Астероиды. Ну окей, что-то интересное в какой-то веке в этой игре. А, ни хрена себе дамажат астероиды! Они дамажат больше, чем обычные. Наверное, потому что они летят. Они в движении? А почему они в движении? Имеется в виду, почему они в движении сами по себе. Мы же, по идее, посреди ничего. Ох, как это будет долго! Ау. Плохо. Интересно, в нее может врезаться этот астероид, а? Было бы очень круто, если да.
Это что, блин, так... Заминированные астероиды, почему бы и нет? Это что такое? Это турели! Откуда вы это? Окей, я могу их уничтожать. Это что, блин? Ну вообще круто сделано. Вот это сделано круто. Я наконец-то нашел, что в этой игре сделано круто. Дошел до крутой части игры. По всему. О, еще бомба. Слышь, бомбардировщик. Куда ей все это помещается, я понять не могу. Впрочем, у меня есть пара идей. Которые... Это что такое? Туман вроде не дамажит, окей. Бэнк. Как она сквозь этот круг летает? Вот это довольно легкая. Ой, что, серьезно? А, нет, дамажит. Вот этот туман дамажит. Восхитительно. О, это мне. Она еще и на таран заходит. Смотри, куда ты там вообще улетела? Я не достреливаю! Ну, найс еще. То есть этот круг полностью поглощает мои выстрелы. Могу детонировать? Нет, только подлетом. Не уверен, могу детонировать бомбу. Еще что-то прилетело. Да прикольный босс-файт, прикольный. Причем долгий. А, вот этого делать не надо было, кстати. Вот это я понимаю, босс-файт. Где турелька? Где-то там. Можно мне, пожалуйста, турельку? Да не эти две! Ту одну! Ау, туман. Туман самый неприятный. Не говоря уже про ее тараны.
такое? Слышь? Тихо. Стоп, а турельки простреливают через этот круг, да? О! Легко и просто, но она выжила. Что касается того, где я слышал, что в космосе тишина. Там же, где и то, что космос в большей части мертв. My controls are gone! I would say it's been an honor, but you're a complete scumbag and you deserve this. Farewell, loser. What? Эми, оно такое, да. А чей это корабль, интересно? Attention to all ships below. You are engaging in naval combat over neutral Teely airspace. Surrender immediately, or we will be forced to shoot you down. А, это I don't believe it. пограничники Ясной планеты. Impossible you're this lucky. This is your last chance. Power down your weapons. Так ты же сам их отрубил, алло. Только Looks хотел like сказать, we're что tied крутые one more, военные. Captain. This isn't over yet. See you around. Wait, did the Imperium just save our lives? Is this an appropriate time for a phrase such as holy cocksucking shitballs of fuck? I'd have to say so. Attention to the vessel below. We see that you have sustained heavy damage. Do you have any wounded aboard? Не, мы в I am порядке. happy to report all crew are accounted for and do not require immediate medical attention. Excellent. We'll be towing you to the nearest port and making sure you receive the appropriate repairs. However, I will be sending a boarding party to inspect your ship for our safety. You are to disengage all engines and weapon systems. Investigation? Demi, if they board the ship, we are fucked. Да, есть That такое won't be ощущение. necessary, Admiral. If you read our registry, you will see we are simply a trade vessel en route to drop supplies off. Неплохо. I see just fine. And I see you're in possession of a Phoenix. I don't know how you managed to get that ship, but I am certain you don't have a permit for it. Because such permission does not exist. Интересно, откуда он знает, что To это за the корабль? gentleman piloting that fighter, don't try to leave. You won't make it. I'm not getting out of this. Demi, can you make a jump? Possibly, but it is quite dangerous. With the damage we have sustained, the odds of survival are 1 in 5. Are you going to comply? Or shall I count down from 10? Shit! Okay, here's the plan. Captain? I have absolutely no idea what to do. All right. 10, 9. Hey, Admiral Miyamoto! Ой, блядь. Me, Princess Sova Maliana! Меня устраивает шанс 1 к 5. Ну, 1 из Princess 5. Maliana? Валим нахуй от этих двоих! We're investigating a potential violation of your Teely Airspace Integrated Neutrality Treaty. Aw, you don't need to do that. Those poor guys need our help. Why don't you bring them to our planet and we'll take good care of them? Yes, Princess Maliana. At once. However, they are in possession of illegal Imperium technology. Nah, don't worry. We'll get that figured out later, cutie. Look at that little ship. Oh, it's all beat up. I don't think they can go anywhere even if they wanted to, Admiral. Just bring them down here and we'll make everything okay. Okay?
Валим нахуй отсюда! Princess. Love you, Admiral. See you soon, guys. Kisses. Mwah, mwah, mwah. What in the galaxy's cunt just happened? Ну как что, какой-то ужас. Новый квест. Сова. Бля, можно не надо. Я могу с кем-нибудь поболтать? Да, космос по большей части мертв, но не тут. Здесь его населяют какие-то бульдоги. Лучше бы был мертв. Вот ей-богу. А, да, и какие-то лоли с таким голосом, от которого хочется выпрыгнуть в окно, даже если ты на космическом корабле. Ну или же как минимум рвануть в прыжок с шансом 1 из 5. Куда угодно, лишь бы подальше. Вот от этого. От этого ужаса лольского. Ну, стадион прикольный, стадион прикольный. Ну, тут тоже ничего такие. Окружающие башни. How is this place real? I feel like I'm tripping balls. I'd wager it's probably because you're staring right into the greatest hotbed of sexual repression in the entire galaxy, you fucking knobhead. I concur with Keely's rather crude assessment. I have extensively researched this species, as well as their practice of the Torgi and its eventual demise. Torgi? I've never heard of that. What are you guys talking about? My data archives state that the Tili were once known for mass mating events called Torgies. Nice. Thousands of Tili would join together inside their landmark coliseum, the T-Arena, to participate in the fertility festival. That's a poncy way of saying they would shag like animals for weeks at a time. It's totally true. They were the biggest sluts alive before the Imperium ruined everything. Obviously, sweaty fuck pile traditions don't mesh well with the veil, so they kind of made them stop. 3 things came to be as a result of this prohibition. One is T-pop. Oh, I really should despise a corporate brand of music born from the repression of the people. But it's just so flippin' catchy! Then there's the T-Leaf Fighting Championship. They host the TFC in the T-Arena where the Torgies used to be, so basically, they just like swapped the fucking with a bunch of roided freaks smashing each other's skulls in. Oh, typical. The Imperium was dead set against the completely natural behavior of these horny little devils buggering each other's brains out, but they're completely supportive of the unnatural spectacle of blood and guts spilled purely for entertainment. Wait, Lily, what's the third thing that happened after the Imperium banned Torgies? Oh, just the doubling of the suicide rate. Oh. Alright, enough with the blatant social commentary. Look sharp, loves. We're about to walk the red fucking carpet. Ladies and gentlemen, I present to you the royal Tili А family. это что здесь делает? I am King Ой, Malak, блядь! ruler of Titania and outlying colonies. I Как звали девушку begrudgingly Шрека? welcome you as royal guests due to my idiot daughter's wishes. Your very presence is an utter disgrace. Oh, that's, very kind of you? And I am Queen Maliana. The sight of you vagrants makes me sick to my stomach. Please don't talk to me unless absolutely necessary. I despise being obligated in Я any готов way отсюда towards свалить в you любую and your секунду. unsightly band of whores. Diplomatic as fuck, really. И забрав с собой свою Band of Horse. Hello, everyone. Oh, it's so wonderful to finally meet you. And look at all your super special outfits. Wow, your dress, Chloe chic. And this lab coat. Who was your designer? Я, кстати, не знал, что при Your совмещении titty window зеленого и top is розового so risque. получается синий. And a teapot fan! Yay! You sure this is the right girl, Demi?
I am not. The transmission to Fortune was cut off before the mission briefing was fully downloaded. Come on, let's go, everyone! It's princess party time! Woohoo! Let's go! Помогите. Come on! No one is this nice to random smugglers. This must be some kind of death trap. They're gonna lock us in a Отлично, room, не будем это shut выяснять, off the валим. lights, and then dozens of knee-high T-Lit ninja cockfighters are gonna rip us to shreds. Let's make a run for it! Ahem. Hey, Mister! Yoo-hoo! Yeah? Listen, you queef-harvesting shitlord. You and your crew are going to follow me immediately and without question, or I'm gonna shove those panties so deep down your worthless fucking throat that you choke on them. Got it? Валим. Hey, everybody! How about we follow the princess, yeah? Не, спасибо. Smart move, cockslap. All right, let's go! Pardon the intrusion, Princess Maliana. Might I have a word with this gentleman? Okay, but please make it quick, Miyamoto. I can't wait to show them all my pretty dresses. Of course, Princess. So, Miyamoto, was it? Admiral Miyamoto. Ah, sorry, Admiral. Well, what exactly did you want to tell me? The princess has requested that your ship be towed and repaired in the royal hangar by the finest Teely mechanics. Thus it will be done. Oh, that's nice. Cheers, mate. Also, you are all considered guests of royalty. Therefore, you are not subject to seizure by the forces of the Imperium, despite the Empress herself placing a rather large bounty on your heads. Bounty? Who said anything about a bounty? Like my mainframe told you, we're just smugglers. I mean, we're just traitors. Traitors! Yeah, traitors. That's all. There's no need for such an infantile ruse, Captain. I had my suspicions once I saw your Phoenix. Oh, явно Now что-то that знает I've про also Феникс. seen Alacia Sorn, I know that you were the ones responsible for what happened on Talisan. А что Not там that I'm было? admitting to anything, but Ну, if просто это we было were, давно. I think we can all agree those bastards got what they deserved. Wrong. For what they did in the past, they deserve much, much worse. Which is why I'm practically grateful to you. My fleet and I actually rather enjoyed taking out as many of Landervu's rogue toy ships as possible. Also, if I may be so forward, it's always nice to meet a fellow veteran of the Battle of New Vegas, especially one from across the field. There's not many of you that survived that fateful day, and I must admit, you gave us a hell of a fight. You were there? Of course, I was commanding the fleet that tore the Solar Navy apart. You rotten old bastard. Captain, agitation was not my statement's intent. At the conclusion of combat, a true warrior tends to show respect for a worthy opponent. Yeah, well, I'm no warrior, so how does fuck off sound? Ребят, ну Of что, course вас you are. натянул бульдог. Though I can't see like most solars, you've simply lost your И way. весь ваш флот. I have a history with your species. One that started long before that battle. In a way, I feel somewhat responsible for you. But know this. It is my sworn duty to serve the Empress and keep the citizens of the Imperium safe. Tread lightly during your time on this planet. I will not warn you a second time. You threatening me, Admiral? You should only take it that way if you have intentions that are illegal in nature. I believe in justice above all. And I strongly advise you not to give me a reason to demonstrate my ability to serve it. You are free to go. Отлично, я беру свою boys! Band of Are Horse you keeping the и валю princess отсюда. maiden? Ее не беру, она не входит в мою Follow Band the of princess. Horse. You heard the captain. Let's go! Yay! Greetings, Senator O'Rourke. I hope that I'm not disturbing you. Admiral, it's been quite some time, hasn't it? Actually, Он всё еще we не saw снял each эту other a дурацкую month хрень с ago головы. at your Punagarian Snatch Beast benefit. Really? Huh. That's strange. You'd think I'd remember that. You were rather intoxicated. That would explain it.
You also vomited on my uniform in the process of making some undignified remarks towards my daughter. Двойной респект. So, are you calling with official business then? I found the Mary Celeste. That's the ship the Empress is looking for, is it not? In fact, I ran a background check on the Solar in charge of the vessel. Turns out he's a fellow veteran of the Battle of New Vegas. Back then, we only knew him by his call sign, Mad Lad. He single-handedly shot down nearly 50 of my ships that day. Quite legendary at the time, really. I always wished I'd get the chance to meet him. Now I have. Wow, that's, wow. Are you all right, Senator? Yeah, do go on. You captured his ship then? No, unfortunately. For some reason, a Teely princess has provided the entire crew with sanctuary. Oh, I see. That's not uncommon for their species. Even when it comes to those that have clearly violated Imperium law. Well, it might seem counterproductive, but our hands are tied for now. But that is not the case. I'm calling to ask for your permission as the adjudicator of this sector to circumvent Teely's sanctuary rights and take them into custody. I'm sorry, did you say adjudicator? Yes. The Empress is currently unavailable as she is deep in meditation. The next in line to make decisions regarding treaty circumvention is an adjudicator. And you are the one assigned to this sector, are you not? Я так полагаю, к нему не часто обращаются с такими запросами. Trying to find a fucking map here. Well, it doesn't even matter. The answer is no. We don't need to potentially incite another galactic incident with the Cloy already on the warpath. Anything else? Yes. I would also like an apology. An apology? For what? I'm referring to what you did to my uniform. Oh, yeah. Sorry. And for what you said to my daughter. Well, to be fair, I don't even know what was said. Not repeat such undignified assertions. All right. I apologize for probably hitting on your daughter. How is the family, by the way? Goodbye, Senator. Ugh, it's like getting told off by your dad with this fucking guy. Captain, please don't screw this up. Not now. You better not be dicking around drinking yourself to death in some dive bar somewhere. Не, ну если его дочь неплохо выглядит, возможно, он сказал что-то вроде «Nice ass!» It should be biologically impossible for a Teely of her size to consume that much alcohol and still be conscious. Fuck me and my fucking ass! Нет! Seriously, you guys Валим отсюда! have no idea how much I loathe putting on Ладно, подождем, пока она вырвется, и потом свалим. To do that cutesy voice, I feel like it's infecting my lungs, and I'm gonna choke on my own bullshit culture. Я тут чопал, ей нельзя голову нормально разбить бутылку, чтобы она вырубилась и свалить. Отчасти из-за обруча, отчасти из-за ее хвостика. Потому что удар будет либо смягчен, либо полностью нейтрализован. Придется ждать. Быстро вырубить ее не получится. I'm so pissed. I want to get drunk, fight, and fuck all at the same time. Captain, I believe this is indeed the contact Fortune intended us to meet. You got that right. Hey, T-Pop, time to show me you got a pair. Pick up that bottle. What? You asking me to go for another round? That ain't gonna end well for either of us.
Чё это такое? Welcome! Welcome. Is audio based? Это мини-игра, ну... Если эту картину... Блять, серьезно? А этот как сюда попал? О, вот этого я знаю. Это NPC, один из немногих NPC, который вроде даже неплохо задизайнен. Это ужас какой-то, этого я еще не встречал. Это, ну, это типа копия этого, только серая. Я что-то не помню. Ну, короче... Что? На посвященную часть экрана. Можно, пожалуйста, пожалуйста, если вы делаете обучение какой-то такой визуальной хуйни, вы в обучении визуализируйте на посвященную часть экрана. Можно было бы подсветить. Когда индикатор достигнет зоны и зажжется ярче. Чё? Use a wired audio device. Good luck. Ну, у меня проводные наушники. Серьезно? Давненько... Ладно, будем честны, я никогда в играх не видел такой рекомендации. Никогда. И чё? Что мне нужно нажимать? А! Понял. Не знаю, кто из нас выигрывает, но у меня ушло некоторое время на... то, чтобы приноровиться к этой хрени. Я вот не знаю, если я быстро прокликаю это дело? Нет. Нужно именно ждать. Я не был уверен. Ну, это как бы они сделали зря, вот что я могу сказать по поводу этой мини-игры. Нахрена? Зачем? Ну, это было скучно. That's 6 shots to 3, bitch! Fuck you! Pay up! Ah, this shield is a fucking legend! I
knew some Tiabutuo couldn't outdrink me. You think just because I love lazy chair that I can't handle my booze? I think you'd have to be fucked out of your mind in the first Я, place кстати, даже to не listen to понял, that а где basic счет был? ass shit. So you probably don't have much left upstairs as it is, you fucking team. There's Zubid team face. Fucking A. Вероятно, здесь исход один вне зависимости от развития событий. I like you. Princess Maliana. Please, I hate that shit. Just call me Sova. Princess Sova, I am quite concerned about our ship. When will we return to the Mary Celeste and leave this planet? Как можно быстрее, желательно без нее. Leave? We aren't going anywhere. Мы не идем. А вот мы без тебя идем. You really are special, aren't ya? No, it's not a Tiwi death trap. Your ship's in the royal hangar. Our mechanics will get her up and running again, but it's gonna take a few days at least. Besides, Fortune and I have a plan. You just gotta help me with that little mission first. Mission? What mission? I thought we were just coming to pick you up. Wait, are you serious? You guys don't even know why you're here? Вы свалите The отсюда. Huntress attacked us mid-transmission. Fortune's instructions were never received. Okay. Лучше бы here's the охотницу deal, вербовали, вот dipwads. серьезно. I'm a contestant in the T-Arena. Becoming the grand champion is my dream. And I'm this close. Да, в путь дорогу. Are you serious? You're in the T-League Fighting Championship. Do I compete in the TFC? You're looking at the next in line for the title. That, of course, has really pissed off my folks because I'm also next in line for the throne, but they think competing in death matches is barbaric for some reason. Wait, for the throne. You're set to inherit control of the entire T-League Empire. You! Captain, I could smell the drugs, desperation, and crazy on you the second you landed. Are you seriously trying to talk down to me here? No, I'm not. I'm just shocked that they wouldn't try to get you to, I don't know, switch places with someone or something. Switch places? Do you not understand how a monarchy works, you fucking dipshit? I don't even know what a monarchy is. Your stupidity aside, I'm the first female T-Lee to ever compete in the T-Arena, and none of us have ever won the title of Grand Master. Ah, I get it. You want us to help you train or something? You're gonna do more than that. You see, this is not a one-on-one kind of deal. I need a commander along with some meatheads to get in there and bust some skulls with me. You help me get that title, and I join your crew. Не надо, не надо, не надо! Easy. Нет, нет, нет! Easy? You're asking me to put the entire revolution in jeopardy here. This is fucked, Sova. I'm telling you right now, it's gonna take a hell of a lot to convince me to go through with this. Блин, а мне не нравится так же, как мне не понравилось вот это недо-мини-игра. Непонятно, зачем происходящее. I'll suck your dick. Непонятно ради чего. Deal. Не надо! Tell me about this TFC champ we're gonna fight. See for yourself, team. Look up there. Tune in this Saturday Night Live on pay-per-view to the TV Fighting Championship to see Lord Drongo completely demolish the living shit out of some privileged royal twat. Seriously, fuck this chick. Unadulterated, uncensored, ultra-violence beamed directly into your fucking skull. TFC 2001, the assassination of Princess Maliana by the champion Lord Drongo. Order it now and fucking get some! Вот это я понимаю, реклама. Is it just me, or was that ad a bit biased? Yeah, I know it doesn't sound like it, but I've actually Такой got a рекламой lot of должна fans быть. here. My parents have been dragging the dirty ball sack of propaganda across everyone's faces trying to fix that. Too bad for them, I kept winning, and now they have no choice but to give me a title shot. How is it possible that the Grand Champion is a spork? Imperium law states that sporks are not allowed to leave their homeworld due to the extreme danger they represent.
Я как минимум одного Took видел a tail for где-то. shitting the bed a while back, so we talked the Imperium into letting us smuggle a few of them here. We just had to promise to keep a close eye on them because of that whole, you know, tendency to murder dozens of people a day for fun thing. I see. I would like to propose a strategy. If you are going to compete in a death match soon, perhaps it would be beneficial for you not to consume massive amounts of alcohol. Thanks for the suggestion, kid, but I really fight better with a sharp hangover. It gets me pissed enough to unlock my true powers and swing my hammer with extreme bad bitch authority. Впрочем, кто бы сомневался. I will use any excuse I can to get drunk enough that I can't remember how much I hate myself and regret the decisions I made in life. So your request is denied. Here's to my new friends. May we not die a horrible death together. Cheers! Там ужасная ошибка — это принять его в команду. Я против. Но опять же, это было неизбежно, да, потому что Анна, блядь, даже на загрузочном экране. Пожалуйста, ну не надо. А здесь нигде нет. Ой, блин, она уже тут. Зачем? Зачем? Не надо. О, ну левел 20-го. 20-го левел. Найс молот. Лучше бы была Ирель, вот серьезно. Тем более молот похож. Правда, у Ирель там кристалл какой-то. Да и Ирель сама выглядит лучше, чем вот это недо гнома дворфа что-то. Мили юнит. Понятно. Блин, это серьезно. Это реально Ирель. Ну, правда, там щит не взрывался, а просто впитывал урон и хилил ее, но здесь щит взрывается. Волна на 360. Я полагаю, она недалеко идет. Потому что если она идет далеко, то это просто ауешка по всем. Что? Ну, короче, это брузер. Это, по сути, это Ирель, но это намного хуже, чем Ирель. Вот, да. Чё, с тобой можно поболтать? Его можно выкинуть за ненадобностью в шлюзы? About her. About hammer! Well, you see, I discovered at a young age that I had a natural talent and passion for fucking people up. And it made me feel good to do it, so I did it. I still remember when I threw my first right hook. Oh, yeah. One of the house handmaidens tried to force me into a dress when I was young. She really wouldn't take no for an answer, so I gave her a 3-piece and a soda right to the baby maker. Didn't hear much about dress code policies after that incident. And pissing off my parents was a pretty sweet bonus. Plus, elite warriors that actively seek death-defying combat situations tend to be pretty fucking good at drinking and fucking, so it was a great way to meet people with mutual interests. Я не люблю лоли. Now that I'm part of the crew, I just want to make sure you know to keep your filthy fucking drugs away from me. I don't poison my body with that narco shit. Got it? But you're a raging alcoholic.
So, drinking isn't bad for you. Everyone knows our K-Gons completely filter out the bad stuff. Wait, do you guys not have those? What the hell is a K-Gon? Are you telling me that you goddamn Solars willingly and constantly put shit into your bodies on a daily basis, despite knowing full well it will kill you? And all this just to get fucked up? I gotta ask, are you guys brain dead? You know, like maybe all the Solars that aren't mentally defective got left on the other side of that wormhole? I just refuse to believe your species actually achieved spaceflight being that fucking stupid. We Solars have a saying. All work and no play makes Jack a dull cunt. Wow. I don't know whether to deeply respect that or treat you like a little kid that just said something so monumentally dense that I immediately feel the need to slap the stupid out of them. Where do you get that thunder cunt of a hammer? Ah, let me regale you with one of our most awesome Teely legends. Why don't you pull up a seat for this one, Cap? Once upon a time, a kick-ass Teely warrior king named Scroden dared to forge the greatest fucking melee weapon of all time. Every corner of the galaxy was scoured to find the elusive materials his royal alchemists would need to craft it. They eventually discovered a planet teeming with wondrous beasts. These beasts had all evolved with the power to manipulate the elements themselves. It was there they finally stumbled upon the method needed to transmute a near-indestructible alloy called adamanticum. For the first and most important step, you needed to get one of these beasts, the metal-skinned Bulbasaur, to shoot a hot load directly into the anal cavity of the flaming Quivolva. This noble task had to be done manually. 4 of the alchemists had to jerk off the Bulbasaur with a giant hand-operated pulley system, while 2 others insulated themselves inside the dirt box of the Quivolva, at the ready with hammer and anvil to shape the molten load into its final form. Примерно так я себе и представлял кузнечную работу. Hammering and no few lives lost, they had the alloy, crystallized in the depths of the beast. The next step was supercharging the hammer. Nothing more potent or pure existed than the power they could get from a Dikachu, a beast that ate lightning and jizzed thunder. The tricky part was getting just the right level of power. Too much, like the level released during a pop shot, and the weapon would go flying off in random directions at massive speeds, taking the heads off whatever sorry bastards were in the way. Too little, like the levels you get during a Dikachu fart, and the weapon wouldn't even activate. Naturally, they started to think outside the box. Or should I say, inside the box? They used the handle like a mighty dildo, plunging it deep into a welcoming female's pussy and pulling it all the way out before going back in again to induce the perfect conditions for the catalyst. Eventually, the Dikachu's juice wallet discharged a mighty queef that reverberated through the hammer, fully unlocking its true potential and electrocuting everyone within a 100-yard radius. Ну да, а так я себе и представлял зачарование. After research and the deaths of almost 100 of the king's men, Mjolnir was finished at long last. After Scroden passed away, it remained in the vault of our grand palace until I, the greatest Teely warrior of all time, claimed it as my own. Вообще нормально у них там покемоны водятся, судя по всему. You know how Torgies were outlawed on my planet? You're looking at the #1 organizer of bi-weekly underground illegitimate fuckfests on Titacania. And I spared no expense. I put my family's cash to good use by filling the entire room with the hardest cocks and the biggest titties I could find. All so they could defile Daddy's little girl one after another. Not to mention, we had the finest beer on tap all throughout the events. I mean, seriously?
Who actually fucks sober? Weak. Блять, закинуть ее в вот этот открытый шкафчик и катапультировать нахуй сюда. За ненадобностью. Ну чё, квест. Чё здесь? Угу. Качалочка. А это так у них выглядит док? Док починки? Ну почему бы и нет? Ну, опять же, я себе немного не так представлял починочный док. Ну, ага, блять, игра меня... Ну, скажем так, да. Несколько ограничивает в выборе. То есть я сразу уже обречен иметь дело с ней в этом бою. Очень жаль, очень жаль. И здесь бочки стоят. Ого. Demi was right. Those last 3 rounds were a shit idea. Really shit. Come on, quit your bitching and get your game face on. We're gonna need a lot of practice if we're gonna take down Lord Drongo. You know she's a joke, right? The king and queen pay all their opponents to take a dive. That way, their precious bloodline is protected. You're a goddamn liar. That's just a rumor and you know it. Problem is, now she's bribed herself into a corner. Ain't no way Lord Drongo's gonna lay down for her. That means you, your monsters here, and the princess are all gonna die tomorrow. You sure about that, fella? Not a doubt in my mind. Then, how about we go full contact? Ha! The day before a battle? You're crazy. Maybe. Or maybe I know how easy it's gonna be to smash your face. Oh, this is gonna be fun. Come at me then! Look, this guy may be a prick, but he's right. You really want to risk getting injured over some dick measuring contest right before your title shot? Sack up, Captain. We're doing this. Да, ради бога. Насколько далеко? Ага. Только в упор. Насколько я помню, бочки взрываются только на одну клетку, так что... Ну, давай, допустим, сюда. Что он делает? Можно, пожалуйста, показать, сколько урона? Или оно не наносит урона? Ладно, что, давай ебанем. Ага, это детонирует бочку, понятно. Блин, я бочку хотел детонировать, ну, скажем так, не так. Не так немного. Давай нахрен эту помойку. Она живая? Сколько у тебя хп? 3. Понятно. Вообще можно, вероятно, вообще этого забрать. Сейчас посмотрим.
Потому что я что-то не уверен, насколько он может быть опасен. А, нет, его забрать нельзя. Ладно, еще заберем этого. Пофигу. Две хилки. Почему вы его фокусите? А не ее. Да вы охуели. Да вы охуели. Почему вы бьете мою классную акулу? Интересно. Ладно, что, сноси их. Блин, он выживает. А, он умеет их призывать, это типа его обилка такая? Я не могу посмотреть. Это не оно. Короче, он просто призывает. Ну, окей. Найс урон, чё? Ну, этого мы и так добьем. Блять. Можно, пожалуйста? А, ебани туда. А чё, не будет сверху удара? Ясно, короче. А этого-то, я надеюсь, дадут убить? Bad idea. Really bad. No. You weren't full of shit. You were a fucking beaut in there. Блин, не дадут. Ясно. Don't mess with the grand champion. Эвакуируйте меня отсюда. От этой лоли куда-нибудь подальше. А лучше ее отсюда куда-нибудь. Что, это был ваш любимый босс качалки? Just a little training, Mom. Oh, your royal Molly-ness. Your father and I would like to have a word with you. In private. Captain, could you do me a favor and sweep up these bloody losers and get them to a hospital? Hey, why am I on cleanup duty? Okay, what do you guys want? I'm kind of in the middle of some unmitigated violence in case you hadn't noticed. Sova, we've come to try to talk some sense into you. We beg of you for the last time. Please don't compete tomorrow, dear. If you're asking me to drop out of the T-Lee Fighting Championship, fuck no. Fuck you, and while you're at it, fuck off. You're a royalty. Why can't you just accept the immense privilege you're so lucky to have and stop being such a rambunctious rapscallion of a cunt? Mom! Now, dear, there's no need to use such harsh language. We're here to come to an understanding. And Sovalin is already well aware of her cunt status in our family. Dad! Daughter, what I'm trying to say is, we know you're only doing this because you're angry with us for not accepting you for who you are. We completely understand your anger, and you have every right to feel that way. Wait, really? You understand? Of course we do. But what we want you to understand is that we shouldn't accept you for who you are, because you're naive, selfish, stupid, and an embarrassment to the entire goddamn planet.
Aw, man, you guys really are dicks. No, you're a dick, and it would be better for everyone if you could just find it in your heart to grow the fuck up, knock that shit off, and get with the program already. You are next in line for the throne. Your people need a true leader, not a drunken, bar-brawling slut. Okay, first of all, I'll have you know I haven't gotten wasted and thrown down in a bar in at least... Well, okay, maybe I do have a tiny bit of a drinking problem. На каком болоте они вообще откопали эту I'm gonna королеву? let you lecture me about serving the people. Не, ну в принципе понятно, на But you're каком the ones конкретно. forcing them to live dead from the waist down. This planet used to be a paradise of sweaty, non-stop group sex. It's inside our DNA just as much as we were constantly inside of each other. Our ancestors really betrayed all of us when they outlawed orgies just to join the Imperium. Единственное, что непонятно, так это нахрена им понадобилась деваха Шрека? You think we should endanger the В роли future of королевы. the species just so we can go back to behaving like animals? The Imperium has been good to us. Our people have embraced the veil and prospered. Prospered? People are miserable here, Mom! And you're bragging about achieving progress through oppression! Why do you think I have so many fans? They love me. They love the change I represent. Oh, please. They don't love you. They love to laugh at you. That's not true. They know they're living a miserable, fuckless fucking lie. I inspire people. Isn't that what being a leader's all about? No, this is exactly what we mean, Sovelin. The impulsive urges you indulge in. Нам пока идет крайне интересный сюжетный диалог ни о чем. Besides, you're putting yourself in mortal danger. If you compete tomorrow and Вот опять же, чего не было в Вандерласте? Таких, сука, диалоговых моментов. Well, that wouldn't be so bad, would it? In fact, why are we even 3 страницы here? текста, ни о If чем. she dies, we'll have nothing to worry about. My word. You're right. I never thought about it that way. It would be rather convenient if that Drongo thing murders her. What? I'm your daughter? Only by blood. Holy shit! I suppose we could just have another child and raise Ну, вообще, them properly this time. Я полагаю, что вот все это, диалоговое нечто, было сделано, чтобы оправдать ее возможность свалить с нами на корабле. Your people need a leader that understands they must sacrifice for the greater good. And you are not that leader, Sovelin. If you compete tomorrow, I fear you never will be. So that's really what you think of me? I'll tell you what. Come to the fight tomorrow, and I'll show you exactly what you want to see. You will? Wait, what do you mean? You're gonna see what a real leader looks like. Ну да, ну да. This is twice now you have failed me, Huntress. Глубокое сюжетное раскрытие персонажа, правда, не того персонажа, которого хотелось бы. I think it's time for you to explain what one of your former soldiers is doing protecting the target. What are you talking about? I had to know the identity of the pilot that could actually stand a chance against me in battle. I scrolled for nearly 2 hours before I found his bounty helper profile. Look at this. The Mad Lad. He's almost ranked dead last in all of Prodigium. Dead last! Do you have any idea how shitty you have to be to rank that low? The captain. So it is him. It's all here. Former Solar military, served directly under General Blythe. All he's been doing for the past year is taking open pirate contracts and spending the money on drugs, alcohol, and prostitutes. Nice. It makes no sense. Actually, that's exactly what I would expect from this man. Someone of his skill practically doing the work of a janitor. It's like a level 100 warrior with epic gear, power grinding credits from trash mobs in the starting zone, and then blowing the paltry awards on the crappiest healing potions in the game. This is one hell of a coincidence. If he's involved. I knew it. You care about this man, don't you?
You better not try and cancel the contract on me. I didn't say that! It's just... I made a promise. All right? You do understand the concept of honor, don't you? Of course I do. I cannot allow anyone to be my equal. Especially someone as disgusting as him. I must destroy this man. Do you have a problem with that? I do not. But we need to change our strategy. He's too dangerous in the air. You'll need to try something else. No! I already beat him once. I can take him down! Pardon me if I doubt your methods, but why would you ever ambush someone in neutral Teely airspace? You were practically begging for Imperium intervention. It was blind luck. That sector is never patrolled. The only reason Admiral Miyamoto was there was to escort TTS on their way back from a tour in the Yeti Nebula. Did you say TTS? I did. I see. Had I known they were on that Imperium cruiser, I would have let myself get arrested. Had you done that, I would have had to kill you. Out of pure jealous rage. Team lazy? Or sheezy. Due to these new circumstances, I am willing to make a rare exception. This is your last chance, but we're doing it my way. Fine. Besides, I know where they are now. There will be no escape next time. Ну, хоть что-то интересное происходит, за тем лишь исключением, что вот та часть, где участвует эта мелкая, надоедливая, раздражающая Сова. Вот все хорошо, кроме части с ней. Вот убрать все, что касается нее и ее саму, и я скажу, что все проходит отлично. Что там по квесту? Будет на этот гонять? Ну ладно, что? Терина квест coming soon. А, понятно. А, то есть там еще продолжение есть будет. Бля. Да чтоб вас всех. А кто такая Терина? Gaming journalist. Ясно, ясно. Че, посмотрим, как выглядят игровые журналисты. Так, где там он? Угу. О, кстати, а с ним можно поболтать? Нет. Отлично. Валим. Блин, это ж какое западло! Они самую шикарную девушку поставили в ту же самую комнату, где стоит самая ущербная девушка. Блин, это какая-то дурацкая аксиома, когда у каждой красивой девушки есть ее подруга страшная, как ядерная война. То есть каждый раз, когда я буду заглядывать к своей шикарной Элли, я буду видеть еще и это нечто под именем Сова. Чарт. Я забыл, как там оно называлось? А, ну в целом. Не то чтобы много вариантов. Есть аномалии. Ну погнали, чё. Scanning. Мильфхейм. Найс. Ну, Мильфхейм так Мильфхейм. Интеракт. Опять же, я хочу играть за Эллу, но при этом она не прокачивается. Такой облом. Точно не хочу играть с этим, блин, недосиним. Гнома-карлика-дворфом. Ну, Таран так Таран.
Вообще не знаю, нахрена я стартовал этот космический бой, если он не квестовый, но... О, в десяточку. Опять же, в Вандерласе не было такого лольного ужаса. Там все было круто. Но опять же, там все было потенциально круто. Почему? Потому что тот формат, в котором это все происходило, ну, он был далек от идеального. Потому что там все шло в виде формата разветвлений. Ебучие ракеты из-за экрана. Так вот, там все шло в формате разветвлений. И при этом было бы неплохо охватить весь возможный контент за раз. Это был бы идеальный вариант. Но так как там все шло в формате разветвлений, это то, в чем был минус. Ну да, кстати, текста там было в достатке, но там его не было, блять, такого, как вот у этой с родителями. Опять же, конечно, было почти с самого начала этих лютых страниц текста понятно, ради чего это сделано, где противники, ради чего это сделано, чисто чтобы вот, оправдать то, что принцесса этой планеты или у них там планета под контролем сваливает с тобой на корабле вместо того, чтобы оставаться принцессой и претендентом на престол в своем рандом мире. Это было понятно, это было довольно очевидно, но то, как это было сделано, Ну, собственно говоря, какой персонаж, такое у него и раскрытие сюжета. Так, сразу на квест. Меня ждет игровой журналист. Что земля? Лекс. Потом. Ивент. Описание событий ивента они, судя по всему, забыли добавить. Ground Combat. Погнали! Так, опять же, да. Кто там? Блин, бочки. Имперцы. Ага. А чё? А, ну да, точно. Да, пускай стоит. Пускай стоит, где стоит. Бэм! О, какой большой. Так, ну она отправляется... Вот к этим молодым. А как он вообще выжил? Такой вот нескромный вопросик.
откуси ему ебало. А? Что? Почему он умер? Почему не показывает урон, сколько бочка нанесет? А, ну... Что я не могу ее атаковать? Секунду. А, это все, что она нанесет? Понял. Возможно, кстати, показывает неправильно. Но я не дотяну из-за него. В любом случае. На нах! Найс ударил, что я могу тебе сказать. Это... Да, это хилочки-вардилочки. Ну, нам вот этого надо укатать. А теперь будет долгая долбежка вардилочек. Leave it to me. Ни хрена, кстати, дамажит. Пока. И вот только сейчас у них набрались ульты. Только сейчас. Ну, у Таран она набралась вот после ее удара. Опять же, когда они могут применить свои ульты, один враг остался. Один враг остался. Один. И у него хп осталось. У нее. ХП осталось на один, блин, удар. А. Блин. Ладно. Не суть. Торпеда ушла. Good guys win again. We are the good guys, right? All right. Ульта акулы мне очень нравится. Cute as heck and tough as nails. И выглядит круто, и представляет из себя крутую концепцию. Просто торпеда пошла, и вместе попадания просто бам! Вот так он. Ну что, заглянем? Прикольно, кстати, выглядит. Ground Combat. Ну что, игровой журналист? Ну да. Justice at Corker Media has unleashed cannot be tolerated. We demand that everyone at Gokaku that was laid off be reinstated immediately. Everyone you see here served the highest calling a talented writer possibly can in this world. We were game journalists. Every day, we slaved against deadlines to post in-depth reviews of video games we weren't skilled enough to finish, wrote thrilling exposés about the projects of our friends and roommates that no one would otherwise give a flying fuck about. And we even published hit pieces on scumbags that make politically insensitive jokes on social media and try to get them fired. Do you have any idea how hard it is to sit on your ass day after day and create that kind of fluff content? Our profession is clearly one of the most important in all of Prodigium. Those corporate stooges at Corker could never understand our value. They actually called us unskilled. Us? Unskilled? Huh?
Вообще у него фамилия подходящая для игрового журналиста. Where we get paid to shit out the journalistic equivalent of junk food and treat it as the greatest honor imaginable. They may take our positions, but they will never take our ability to flood the HoloNet with inane mental sewage. You will be the champion of our cause. Rally the troops, for hostile negotiations have begun. Storm the office. We shall reclaim our jobs, along with our video game posters and legions of Funko Pop figurines. Не надо сжечь эти фигурки. Если они такие же, как и фигурки марки, отличающиеся всего лишь одной буквой, ее отсутствием. Потому что это самый ужасный статуэтки, которые только вообще можно придумать. Так, ну опять же, она не приглашалась в мою Gang of Horse. Так что я ее никуда брать и не буду. Кроме того, где она обязательно. Потому что она мне не нравится. Почему бочки стоят у меня? Так, а кто из вас Оуешера? Это что за пролаг? Как эта игра вообще хотя бы чисто теоретически может лагать? По-моему, это невозможно. Блин, ну живое останется. Ну, вроде он не бьет по ОЕ. А нет, бьет, но он ударил не по цели. Ого. Я вот думаю. Сейчас узнаем. Окей, нормально, на урон не получил, он сойдет. По-моему, я это уже проверял. Да, просто стой. Последняя волна. Где ульты? Это кто? Лох какой-то. Раньше в конце боев был какой-нибудь босс качалки, а сейчас нет, сейчас только какая-то фигня. Они просто сократили бои. Нахрена? Да, я, конечно, в принципе, не согласен изначально с концепцией их боев. Почему? Потому что миссии на Земле нужно было делать такими, как они были в XCOM. А не вот это. Это было бы куда интереснее. И в целом было бы круто. Protogym will rest easy knowing it can now receive the kind of integrity-free gaming journalism it deserves. Агрессивные переговоры проведены успешно. Что там 4 из 6? Вон там летает что-то прямо у звезды. Space Combat. Где он? Обугленный. А ладно, рванули. Чё бы нет. Рад им. Ну, кстати, один раз можно было бы взять это лольское недоразумение, посмотрите, какую она дает АОЕшку. Да, я только сейчас об этом подумал. После начала боя, непосредственно. Но босс-файт с охотницей был прикольным.
Это было наконец-то что-то интересное в этой игре. Не попал. Причем я не могу назвать тот босс-файт каким-то сложным. Но, тем не менее, он был сложнее, чем все остальное, что есть в этой игре. Видишь, что прилетело мне в спину. Ну, почти. Почти получилось. Он уже который раз проходит по касательной. В десяточку. Так, ну и где ударный корабль? Ага. Вот и все. Всего лишь еще одна к сотне других однообразных миссий. Так, ну и здесь найти запчасти для мантикоры. Мирейдж. Space Combat. О, кстати, Space Combat. Ладно. Один раз возьмем, просто посмотрим на... Ого. Что? Потрясающе. Потрясающе. Ну окей. Опять же, что-то необычное, что-то интересное. Хорошо. Да, как я и говорил, на ближнюю дистанцию. Просто оешка на ближнюю дистанцию. То есть, если к тебе подлетают, ракеты там, например, которые собираются выебать твой корабль. О, какой там корабль интересный. Просто можешь бахать ауешкой и все. Неплохо они тут так приземлились. А, это мины. Я тут что понял? Блин, я забыл, что у меня это хрень. А могло стоять что-нибудь полезное. Разрядим это. Могло бы стоять что-то полезное. Но опять же, кто бы сомневался, что это непонятная ебучая лоли бесполезна.
по крайней мере, для меня. Не люблю лоли. Вы там закончили? Как они вообще здесь летают на такой высоте? Между этими скалами. Турелька. Построена из скалы. Вообще, опять же, прикольно то, что это не полноценная турель, это просто такой пояс вооружения на скале. Скала с поясом вооружения. Я бы понял, кстати, если бы она накладывала эми-эффект на большие корабли. То есть подлетаешь, бахаешь, и корабль не может, сколько там, ну, секунд 5, 6, 7 тебя стрелять. Тогда это была бы имба. Ну и опять же, не увеличивая КД. И не сокращая зону поражения. Я мины не могу поднимать. Найс вход. Ты пас. Она, кстати, сказала, не связывайся с грандмастером. Ну, она, конечно, сказала с гранд-чемпионом, но будем считать, что грандмастером. Так вот, с ассистером-колбастером. Угу. Так вот, она сказала, не связывайся с грандмастером, хотя она на самом деле еще не грандмастер. То есть в такой вот момент ей заранее записали фразы на завершение ее сюжета. Ну хотя при этом, кстати, по идее мы еще не должны были улетать с ней на корабле, пока не завершится ее сюжетная ветка. Если то, что у нее можно назвать сюжетной веткой. Так вот, пока ее вот эти вот 1,5 квеста не будут завершены. Но, тем не менее, какая жалость, что ее квестов здесь больше нет. Почему? Потому что они будут выпущены позднее когда-то, наверное. Если разработчики сами не блеванут этой лоли. Это все дело я пролечу за кадром, если там будет что-нибудь интересное, я это запишу. Но вряд ли, кстати. Не, конечно, есть маленькая вероятность того, что там будут какие-то интересные задания.
Например, за всю игру я нашел вроде как одно интересное задание, которое выглядело как-то иначе от всех остальных. Это которое было на Иридии. И которое не было отмечено как квест. Можно создать мантикору. Ну-ка, у меня оно есть? Мультипасс. Хорош для открытия дверей. Ясно, ясно. Так. Ну что, создаем? Кранк, это ты? Признавайся, мы тебя нашли. Только ему как-то поплохело, так что он аж позеленел. Блин, посмотреть бы на него в бою. В действии, скажем так. Погнали. Погнали. Так. Ну, сюда давайте, что. Ого. Механический цветок? Не совсем. Space Combat. Anomaly found. Space Combat. Ground Combat. Интеракт. Итак, какого левела? 21-го левела это чудо. Ну, тогда за место акулы, чё? Почему бы и нет? О, что-то новенькое, кстати. Выглядит... ну, так, могло быть хуже. Могло быть и лучше. Опять же, блин, вот такую бы карту, только большую, и чтобы все происходило как в XCOM, и как же это было бы круто. Интересный дизайн машин. Чего вас так мало? Почему они ходят первыми? Причем он, кстати, уже второй раз выбирает крайнюю цель. Если бы он стрелял таран, он бы дамажил бы лучше. Керик твоей команды, блин. Ну что, подхиль? И что? Что это? Чё, блядь, мне нужно нажать Q? Как ты, блядь, работаешь? Убожество. Это ОЕ! Я понял. Я не знаю, почему я не мог изначально это сделать. Хрен его знает. То есть этот просто стоит в бэклайне и выдает волны хила. В целом полезно. Вероятно, стоило двоих забрать вместо одного. Что они делают?
Фигню кидаются, я понял. Не очень опасно. Да, хилит он, конечно. Да. Я не знаю также почему, но непосредственно в этом бою по ощущениям игре хуже в 2 раза, чем обычно. То есть вот непосредственно в этом бою, возможно, это из-за карты, возможно, не знаю, из-за чего еще. Но по ощущениям у игры производительность вот именно сейчас в 2 раза ниже, чем обычно. Что, в кого бы зарядить этим? Ну ладно, чё, ловите. Бенька. А чё у тебя за ульта, кстати? Понятно. Вот, блин, если бы он выглядел как та имперская хилочка-вардилочка, от него был бы хоть какой-то прок, потому что он бы поднимал еще и мораль. Не только мораль он бы поднимал, но он поднимал бы хп, поднимал бы мораль и еще поднимал бы. Все, что мог. Но... А так? А, красиво. Я это все к чему? Хилочка-вардилочка куда круче, чем он, потому что она поднимает не только ХП, но еще и мораль и еще много чего. Good guys win again. We are the good guys, right? Короче, мне этот недосаппорт не понравился. Казалось бы, почему обычно саппорты это девушки на женских персонажах? Вот как раз именно по озвученной мной уже причине, потому что чтобы они могли поднимать не только ХП, но еще и мораль и дальше по списку. Так вот. Больше-то здесь особо делать нечего. Опять же, я пролечу по планетам, посмотрю, если там будет что-то интересное, конечно же, я это запишу. Но вряд ли. Вряд ли там что-то будет. Ждем нового обновления, посмотрим, что там будет. События начинают как-то интересно развиваться уже, более-менее. Не считая вот этой долбанутой лоли, которую просто запаковать в шкафчик и выбросить в шлюзы. И забыть про нее. Просто больше никогда не вспоминать и никогда не прилетать в ту часть галактики, куда она была катапультирована. Просто никогда. Так вот. Ну а на этом, вероятно, с Subverse на сейчас все. Облетел все, ничего интересного не нашел, но зато поднял уровень привязанности Таран. И можно посмотреть, какой у нее будет диалог, какая у нее здесь история. А, даже 2. Даже 2. Вообще, на самом деле, я не перестаю поражаться, откуда у этой игры вообще такие загрузки. Как это вообще возможно? You know, you told me why you left your planet, but not how you got off it.
I got off it goes back to how I got off on it. You remember I told you about finding that vibrator, right? I kind of, stole it from a tourist. You swiped a lady's box buzzer? That's uncalled for. Captain, I don't think you understand how things work on my planet. We don't have stealing there. Everything is basically community property. You just take what you want when you want it. Simple. But don't you guys have stuff that's valuable? Or something that's important to you? Of course we do. But with something like that, it's your responsibility to keep your eyes on it. Oh, for example, one of my 29 brothers had this stone axe he really liked. This fat dude that lived next to us kept taking it to cut wood. My bro hated having to walk all the way over there every time he needed it back, so he started fucking the guy's wife. How exactly did that solve the situation? Самому интересно. I mean, after the 5th time, the guy got the message. Take my axe, I fuck your wife. Pretty simple. He didn't like the sight of this handsome, young, and hung dude dicking down his missus, so he made his own axe. Wait, are you saying even married ladies are community property on your planet? No, Captain. That would be incredibly sexist. Everyone fucks whoever they want. Anyways, you're getting me off track. Okay, so getting back to the tourism stuff. Да, у них там, я смотрю, настоящий Most коммунизм. people that came to our planet just wanted to see the sights, but we get a lot of merchants as well. If your people aren't that interested in technology, what kind of stuff did they import? Solar cock, obviously. The gigolo business was insane back home. Plus, a lot of guys that came to my planet were just giving dick away. I don't think I ever heard of reverse sex tourism before. Well, you have now. Man, I remember entire ships full of solars arriving and creating these dick-feeding frenzies that went on for days. I stayed away for the most part due to the whole gash-gobbling thing, but one of the boys brought some toys with him. I was more interested in those, so I swiped the vibrator when I got a chance. I brought it home and just went fucking crazy with it. We're talking a 2-day marathon of masturbation, Captain. That was when I fell in love with technology. I knew I had to get off the planet and find more of these things. Did you hop a ride on the shuttle then? Actually, the guy the vibrator belonged to? Well, it's a long story. I'll tell you some other time. О, отлично, это другое время как раз сейчас, вероятно, и будет. Вообще, вот, прикольно у них там, да, прикольно у них там, но вот точнее вся хентай-составляющая этой игры, она сводится по итогу к тому, что кто-то где-то там либо трахается, либо трахался, либо еще что-то делает. Но не тут. И не сейчас. Да, конечно, ты можешь зайти в Пандору, да, окей. Но это же, опять же, это не то. Это то, что разработчики говорили, что... Разработчики упоминали, что они понимают суть претензии, потому что им явно это не один десяток раз уже высказывалось, потому что, ну, это очевидно. Так вот, они говорили, что они будут больше это имплементировать в сюжет, но... Блин, одна полу-недоинтерактивная экспериментальная сценка после одной миссии... Ну, это как бы какой-то отстой. Ну, скажу честно, опять же... Вспомним комикс, ну... Вот концепция там происходящего и концепция происходящего тут. Если там насыщенные события, они прямо тут, они прямо вот они происходят с главной героиней, то здесь главный герой выслушивает рассказ о том, как кто-то где-то там устроил оргию или что-то в этом духе. Ну, это как бы не то. В общем, это очень большое упущение в этой игре. You ready to tell me about how you left the homeworld and started a life of crime? Yeah, I guess we could talk about it. Remember that guy I stole the vibrator from? Turns out he wasn't some solar gigolo. He was actually the captain of his own ship, and he had a whole crew of thieves that worked big scores together. It also turns out that vibrator was so luxurious that it had a built-in GPS. I was lying in my hut, post-detonation, when I opened my eyes and saw him standing over me. Oh shit! Did you throw down? Oh, I suppose it wouldn't be the first time you thought someone drenched in your own cum.
No, actually, he wasn't even mad. He just started laughing. He told me that if I was good enough to steal from him, he had a job for me. Things went pretty fast after that. I boarded his ship, joined his crew, and they started teaching me everything I needed to know. All the tricks of the trade. It was easy at first. Pickpocketing senators, catfishing Chut crime lords, all that good stuff. Then I graduated up into burglary and the occasional art theft. Pretty soon after, I helped them pull off a bunch of high-end jobs, and we were practically rolling in the booty. Of the loot kind, you know, not the ass kind. I figured. So that's how you became a pro, eh? Yep. The problem was, I got too good. After a while there just wasn't anything else they could teach me. I earned my spot as the MVP, but they still treated me like the new kid on the team. Pretty demeaning. I hate that feeling. Like you're being taken for granted. That's why you left? Well, actually, there was a bigger reason. But I gotta do my rounds, Cap. Ну, конечно, да. Еще дрочи дальше не репутацию, преданность. Конечно же. И да, там еще один диалог на 30, очевидно, и на 40, вероятно, нет ничего. Что касается Бути, ну, конечно, я сразу понял, что речь не про то Бути, которое было у капитана Скарлетт. А в общем-то на этом и все с игрой. На данный момент больше здесь буквально ничего нет. Так что все. На сейчас вот такое вот завершение. И дайте мне возможность избавиться от этой лоли. Просто через мусоросборник, через мусоропровод выкинуть ее нахрен отсюда. Эта серия была уже на пути на YouTube, когда я вспомнил про такой мультфильм, как «Планета сокровищ». Отличный мультик, очень крутой, казалось бы, как он связан с нашим хентаем. А помните капитана корабля? Да, ту самую изящную, элегантную и в целом классную кошку. Так вот, у нас же тут тоже есть кошка, и я подумал, просто представьте, как это было бы круто, если бы этих двух персонажей совместить. Внешняя история мне, к слову, нравится даже больше, это при том, что я на дух не переношу Фури. Так о чем это? Объединить этих двух персонажей, взяв элегантность той кошки, смешать их характеры, и мы получим шикарную кошку. Жаль, что здесь все не так.